Жги, жги, мать, жги! Что? Что? У него голова отделилась и улетела. Что? Нужен зрительный контакт и идет возгорание. Новый эффект поджигания. Тот не просто гипнотизируется, нет, он сразу начинает гореть. Всем привет, с вами Плейнар. И сначала я скажу важную информацию. Не перематывай, это очень важно. Это очень важно, максимально важно. Смотря на мой канал, вы заметили, что все плохо. И мы попали, кажется, в теневой бан. Сейчас очень важна ваша активность. И сейчас я хочу провести эксперимент. Я очень верю, что ты мне поможешь. Мне нужно что? Чтобы ты посмотрел видос от начала до конца. Если тебе видос понравился, ты поставил лайк. Если видос не понравился, поставил дизлайк. И в комментариях написал, что тебе понравилось, а что не понравилось. И давайте посмотрим, чтобы это сделал каждый, тогда будет что-то эпичное. Мне интересно, что YouTube, как отреагирует на такую вот внезапность. Просто нужна твоя поддержка очень сильно. Также, если впервые на канале, подписка, колокольчик. И просто проведем эксперимент. Важен каждый смотрящий, поэтому я в тебя верю. Я в тебя верю. Ты сможешь. Сегодня у нас разбор 49-й эпической серии. Мой разбор, реакция и разбор Фордела, и разбор Либерти. Можно посмотреть, сравнить, что интересно, что чье лучше, какое лучше. Может быть, мы дополняем друг друга, как бы чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там, и в итоге получается общая картина. Возможно. Пиши в комментариях, что думаешь об этом. Да? Я уже просто посмотрел, я записываю это после уже просмотра. Как говорится, просто бомба, серия. А предыдущий видос вон там. Пиши в комментариях, был ли у тебя вообще в детстве страх, что с унитаза что вылезет, тебя сожрет изнутри. Если не видел, обязательно посмотри тоже вот такой видос. Там очень атмосферно было. Очень. Также вступай в наш телеграм. Там много чего интересного. Уведомления, чатик, фоточки, небольшие нарезочки. Много всего. Много всего. Вступай, ссылка в описании. Да-да. А теперь берите чаек, печеньки и погнали смотреть. Как говорится, ну, я смотрел, вам приятного просмотра желаю. Не бойтесь тьмы, друзья мои, и пусть начнется праздник. А вот и она, 49-я серия. 48-я всех разочаровала, хотя, в принципе, мне понравилось, там хоть и 33 секунды, но, тем не менее, фактов, моментов, отсылок было достаточно, поэтому здесь целая минута, даже больше, минута 15, давайте посмотрим. Скибит туалет 49-я серия, погнали. О, впервые он показывает дизлайк, что, почему? Типа все плохо? Ну там в итоге. Что? Моё. Оу май! Это же девушка TV Man! TV Girl! Понимаете ли? Оу май! Кстати, по-моему, это впервые женский персонаж, в принципе, да? Блин, это интересненько. Ну все, она будет сейчас королевой. Она такая брутальная. И у него оранжевый... Класс! У нее огненный взгляд! Она просто сжигает! Она сожгла его дотла! Класс! Жги, жги, мать, жги! Что? Что? У него голова отделилась и улетела. Что? TV Girl паразит! Что? Что? Простите. Она его захватила разум и отправила убивать других скибидистов. Это нечто, это невероятно. Не, ну ты это видел? Она такая стоит брутальная. Тело стоит, голова летает. Обалдеть, слушай, вот это поворот. Извините, а как она живет без головы?
Уф. Она спасла оператора, который снимал все это. По-моему, это впервые кто-то спасает оператора. Потому что бедного оператора все бросали всегда. Его всегда убивали. А тут... иди ко мне, мой дорогой, я тебя спасу. И перенесла его куда-то. Опа. Опа, опа. Это база, это база, это ихняя база. Это что-то напоминает этого камерамена, что ли? Подожди. Это намек? Обалдеть, серия! Просто нечто! Блин, это невероятно! Слушайте, сейчас будем разбирать ее. Это круто! Это вау! Это бомба! Погнали разбирать. Ну что ж, я пересмотрел серию на 0.25, чтобы максимально вникнуться. Возможно, я, конечно, все равно что-то пропустил. Давайте посмотрим на 0.5 с вами, потому что, да, 0.25 это слишком медленно. И сейчас разберем. Я уже сделал несколько ключевых моментов, вот ключевых выводов, и потихонечку их расскажу вам. И эта серия просто взрыв мозга, это круто. Первое, что, как говорится, мы видим, это оператора, который просыпается, судя по всему, его вырубили сначала, а потом, ну, он выжил, но он просыпается... И, собственно, видит поверженных Колонкамена, да, и, собственно, вообще поверженных агентов. Везде разбросаны все поверженные агенты, да, хотя там и туалеты есть, но агентов больше валяется. Вот тело еще какое-то, вот еще тело. Первое, что мы видим, это пролетающий G-Man или Jet-Oil, Jet-Туалет, потому что его там как-то автор переименовал просто в Jet-Туалет, Jet-Toilet. У него, во-первых, какие-то защитные очки на глазах, уже получше, так понимаю, да? Это модификация, так понимаю, уже улучшенная. Но он тут летает и уничтожает все, что может быть живым, по факту, да? Но с глаз он не стреляет. Значит, очки все-таки мешают стрелять с глаз. Угу. Я пытался всмотреться максимально в окна, но вроде не увидел этого самого дефакбума. Если вы увидели внезапно, пишите в комментариях тайм-код. Также мы видим вот поверженный камерамен, да, но он живой еще, и он говорит, типа, все ужасно, все плохо, типа, все вышло из-под контроля, да. Потом, что мы видим дальше? Это нашего знакомого с прошлой серии, Пилу, скибидиста, который еще в итоге сзади за собой летит, короче, и оставляет след из огня. Короче, у него огнемет сзади. Поливает все огнем. Здесь появляется новый скибидист, состоящий из кучи частей других агентов. Ну, это не секрет, они уже давно брали, часто, постоянно брали модификации из частей агентов. Это уже не новость. То они брали из технологий агентов, да, вот эту пушку, вот этого паука, они лапы брали, это, короче, пушку брали. Они все берут у них тоже, по факту, да, и здесь у них, вон сколько девайсов, у него вот камера, очки какие-то защитные, чтобы он не видел, камера, по идее, это камера, да, для наблюдения, что происходит, пила, короче, камер у него много, кстати. Какой-то уже Рафик, по факту, судя по лицу. И тут ему сносят защиту. Он такой оборачивается, да. И кого же он там видит? Он видит двух титанов. О, господи. Он видит двух TV-менов и одну TV-girl, TV-woman, как хотите называйте. По идее, блин, если man, то woman, да, правильно же? Хотя girl это более звучит, потому что она прям вау. Она вау. Такая госпожа. Угу. Также мы видим оружие, с помощью которого, судя по всему, сломали очки у TV-мена. Вот, какой-то лазер маленький. Напоминает лазерную каску. Также мы видим новый свет. Судя по всему, это еще один какой-то гипносвет, потому что если бы он работал без слома очков, то, в принципе, очки бы не ломали. Но, судя по всему, это также влияет. То есть, получается, нужен зрительный контакт и идет возгорание. Этот цвет вызывает самовозгорание. Это жестко. Это жестко.
Здесь же прилетает наш с прошлой серии Скибидис Пила. Но вот это был поворот, конечно, событий, сюжета. Оказывается, у TV Woman отделяется голова. Да. И она, как бы они взяли технологии скибидистов, паразитов. То есть она как паразит прицепляется к технологиям TV-менов и скибиди, ну вообще агентов, да. Так у нее телевизор присасывается к технологиям скибидистов. Ну потому что по факту технологии присоединяются к технологии. К живой плоти она же не присоединяется, это же технология. И вот, собственно, она захватывает технологии и управляет с помощью этого скибидистом. И он летит на своего. Где и уничтожается, и также уничтожает большого скибидиста. Как не пострадал телевизор, скорее всего, он отцепился вовремя. То есть он дал разгончик, и полетела пила, прям полетела по траектории, и уже там где-то под конец она отсоединилась и полетела, а это схлопнулось. Прикольно. Это определенно прикольно. Я до сих пор не понимаю, как тело живет без головы. Немножко странно. Здесь мы видим, что на них нападает скибидист сзади большой. Но походу они немножечко уже притомились, и поэтому решили, пора бежать. Мы видим новое лицо. Плюс почему-то на гипноз применяется, судя по всему, на камерамена, оператора, который все это снимает. Но ключевой факт: она его спасает. Реально, вот за все время они вроде как не спасали никого толком. Они постоянно только сражались или уходили. А в этот раз они спасают. Она его забирает. Мы также видим сейчас, как работает телепорт. То есть мы видим, что в принципе все это происходит в такой тьме. Да, такая материя какая-то. И все это переносится. Вот она, материя скапливается вокруг. И потом бац! И они уже на базе. Это та самая база, где чинили этого Титана Камерамена. Собственно. И теперь, вот теперь я не понимаю, если у кого-то, могут ли у кого-то остаться теории, что TV-мены сами за себя или против всех. Ну, они типа своим цели достигают. Нет, тут уже четко видно, что они достигают одну общую цель всех агентов. То есть они все-таки добрые. Ну, и девушка явно милая. Какая милота. Если тоже считаешь, что девушка милая, вот эта TV-woman, ставь лайк. Давай. Также мы видим здесь, что вот спасет... Это, я так понимаю, это те старые агенты еще, которые нам показывали ранее, отсылочку, да, на вот этого, который, когда колонки врубали, все танцевал, да, и вот это тоже откуда-то. Ученые. Также мы здесь видим, что, собственно, когда их было трое, да, TV-менов, два TV-мена и TV-woman, и они разделились, каждый пошел кого-то спасать. И вот, собственно, мы видим, что один из них спас вот того самого поверженного камерамена, который половинку осталось, он его спас. То есть они готовятся, они спасают всех, кого можно спасти, чтобы готовиться к удару, по идее. Мы видим, собственно, схему Титана Камерамена. То есть это прям намек, что он скоро таки придет. Возможно, в 50-й серии. Потому что это уже прям юбилейная серия. И должно что-то произойти эпохальное. По идее, это будет борьба Титана Камерамена против Титана Спикермена зараженного, да? Это просто взрыв мозга. И еще, главное, делается прям акцент. Прям камера навелась, что вот, скоро, возможно, даже в следующей серии. Это невероятно, я могу сказать. И теперь, ну реально, ну у кого еще могут остаться сомнения, что эти TV-мены хорошие и на стороне добра и агентов? Нет такого, не может такого быть. Это шикарно. Это просто шикарно. Серия полна. Я, правда, не увидел каких-то там сверхотсылочек, как там мини-отсылочек, которые можно только краем глаза заметить. Но если вы что-то заметили, пишите в комментариях. А теперь пошли смотреть разбор Фордала. У Liberty вроде как он не вышел. Если пока я снимаю, все еще он выйдет, то я посмотрю и его. Но пока его нету, поэтому посмотрим чистого Фордала. Погнали смотреть и сравнивать. Может быть, он увидел что-то больше, чем я не увидел. Может быть, он увидел больше, чем я.
Что-то чего я не заметил. Давайте посмотрим. Ну что ж, Фортл, давай посмотрим. Вышла новая серия Skibidi Toilet. Эпизод получился самым длинным на канале событий. Разве самым? Подожди. Ну, в любом случае, на пару секунд точно длиннее. На прошлой серии в нем очень много, но обо всем по порядку. Начинается все с того, что оператор-камерамен очнулся и видит, что город находится в руинах, и вокруг разбросаны агенты. Джимен летает над городом и, видимо, добивает оставшихся агентов. Не зря в описании ролика есть вопрос: скибидисты победили? Кстати, на Джимене можно увидеть... Не победили. Ну, тут уже прям чувствуется, что нет. Блин, кстати, а интересно, вот эта TV Woman может захватить разум Джимена? Хотя у него технологий мало, да? У него мало технологий. Ну... Увидеть новые очки против гипноза TV-менов. Как я говорил в прошлых эпизодах, старые очки легко сломать, даже звуковой волной, и надо придумать очки покрепче. Также я обнаружил, что очки на Джимене и на новом таинственном персонаже-человеке очень похожие. Возможно... Я бы не сказал, ну... Кто его знает, на самом деле, это ладно. намек, что тот человек помогает скибидистам выиграть. Вряд ли, он, скорее всего, просто наблюдатель. Джимен улетает, и тут мы видим сильно раненого агента, который показывает жестом, что все очень плохо. Видим скибидист-мутант с диском из прошлой серии, но тут на оператора нападает еще один новый скибидист. Он состоит из агентов, а точнее из камерамена. Фордл не заметил, да, что у этот агент скибидист пила, он еще и сзади с огнеметом. Прям хорошо так нажаривает. Да, и радиомена. Возможно, скибидистам уже не хватает деталей для улучшений, и они стали делать себе их из поверженных агентов. Они всегда брали части агентов, потому что как бы это у них в принципе деталей нет. Они везде, что можно, то и берут. И они всегда брали. Ну здравствуйте. Во всех сериях, где они какие-то модификации, сначала показывали у этих агентов кого-то, чего-то новое, потом через пару серий они это забирали себе, как бы это сквидисты. Это было постоянно. Он уже готовится распилить оператора, как вдруг ему что-то ломает очки. Подходят 3 TV-мена, а если быть точнее, то 2 TV-мена и 1 TV-вумен. Кстати, я заметил, что перед тем, как у скибидиста сломались очки, был звук выстрела. Я считаю, что TV-мен выстрелил отсюда, ну мне тоже так кажется. Это, ну блин, а зачем эта штука нужна? Из этого устройства на телевизоре. Скорее всего, эта маленькая пушка предназначена для того, чтобы ломать очки скибидистам. TV-вумен использует новый свет, а именно оранжевый, который тоже имеет новый эффект поджигания. Как я понял, поджигается не все пространство перед светом, а именно скибидист. Так что я могу отнести эту способность к гипнозу, потому что зачем надо было ломать очки скибидиста? Ну, это я тоже к этому пришел выводу, потому что, блин, странно. Тут скорее именно зрительный контакт вызывает внутреннее возгорание. Если его можно было просто так поджечь. Эти действия замечает скибидист пила и уже... Не, если бы этот цвет просто поджигал, то он бы, наверное, поджигал все, что можно. А тут чисто вот попал в глаза, и внутри началось словно загорание. К агентам. Но TV-вумен показывает свою новую способность, схожую с паразитами скибидистов, контроль тела. Она отделяет свою голову и цепляется к затылку, после чего отводит его взрываться в другого скибидиста, стоящего сзади. Как по мне, эта способность не захватывает тело скибидиста, а именно захватывает сами технологии на нем. Ну логично, как бы. Как можно захватить тело? Даже камераменов, когда захватывают, там тоже технологии захватываются, а не тело. Потому что там же видно вот эти щупальца, которые соединяются с технологией. Даже скибидисты не захватывают тело. Такой, в принципе, технологии нет. То есть, если это будет скибидист-мутант с множеством улучшений, то его легко можно будет захватить и управлять. Но если это будет обычный скибидист, то и управлять будет нечем. Потом телевизор прилетает обратно. Очень странно, как он не сломался в таком взрыве. Лишь могу предположить, что данный телевизор намного крепче обычных. Агентов начинают окружать. А кто его знает? Может быть, а может он просто, скажем так, реально отцепился заранее. Просто скибидист пила не смог остановиться и влетел, да и все. И один из них говорит «We leave», что можно перевести как «мы уходим». Это мне Почему я этого не услышал? Я не слышал. Вы слышали, чтобы что-то кто-то говорил? TV-вумен гипнозом берет оператора в руки и телепортируется на базу агентов, где в конце мы видим плакат TV-мена Титана, который был нам показан в далекой 23 серии. И это очевидный намек на скорое его появление. Давайте очевидно. разберем по порядку, что произошло в конце.
Я укажу вам на детали, которые вы не заметили. Перед тем, как телепортироваться в штаб, 2 ТВ-мена отошли. Затем, чтобы взять еще раненых, которых можно спасти. Ну, мы заметили. Это хорошо видно уже в штабе, где появился тот самый сильно раненый камерамен. И да, скорее всего, это тот же штаб, что был в 23-й Мне тоже так серии. кажется. У меня есть теория, что агенты спасают выживших не просто так, а для кое-чего очень важного. А именно, они копят силы для атаки на скибидистов. Скорее всего, их Ну, логично по факту. Логично. штаб хорошо защищен и находится где-то под землей. Агенты хотят себе вернуть город, ну или то, что от него осталось. Также в штабе видны множество ученых, которые что-то разрабатывают. Как по мне, они ищут способ улучшить агентов. Ведь всем очевидно, что сейчас главная боевая мощь — это ТВ-мены и титаны. А наши старые камерамены и радиомены остались позади. А на этом Ну, они позади, но... А все? Они позади, но они все равно сейчас как-то сражаются там помаленьку. А все? Все, серия получилась очень хорошей. И скорее всего, следующая будет еще лучше. Поставь лайк и напиши комментарий. Так, следующая серия юбилей, поэтому должно, блин, быть что-то эпичное. Сражение титанов по-любому. Ну, блин, 50-я серия, юбилейная, давайте, я верю. Я верю, что это будет эпичная серия. Пока я делал монтажик, вот вышла серия EU Liberty по разбору. Давайте посмотрим теперь его еще разбор, и как раз таки будет уже полноценная картина, давай. В этом видео новый вид агентов TV Woman, кто она на самом деле, а также официальное возвращение Титана Камерамена. Но все по порядку. Всем привет. Что это было? На самом деле, а также официальное возвращение Титана Камерамена. Что это? Что за кликбейт? Блин, ну хватит, Либерти. Слишком много у тебя кликбейта уже и на превьюшках, и в начале видео. Что это? Вот что это? Но все по порядку. Всем привет, вы на канале Liberty. Сегодня вышел новый эпизод Skibidi Toilet, а именно 49-я серия. Опубликовал ее DeFuckBoom достаточно в странное время. И к тому, что серия вышла в этот раз как бы даже и не утром, и даже не в обед. Поэтому никто из подписчиков не смог меня разбудить. И получилось так, что я проснулся, когда серия вышла уже как более часа назад. Ну ладно, не будем о грустном. Новая серия... прошлая серия вообще вышла тоже в 8 утра, как бы это вроде не раньше или не позже вроде. Получилась довольно содержательной. Идет она больше минуты. В самом начале новой серии мы можем увидеть, как на ноги поднимается агент. Важно отметить, что этот агент не является агентом из прошлого эпизода, потому что агент из прошлого эпизода был одет в белую одежду, а тот, от лица которого демонстрируется новый эпизод, одет уже в темный костюм. Это наталкивает на мысль, то что агент из прошлого эпизода просто-напросто погиб, либо же его повреждения настолько критичные, что эпизод показывают не от его лица. Поднявшись, агент видит, как вдалеке пролетает G-Man, который крушит город. Посмотрев прямо перед собой, агент замечает камерамена. Бедняга лишился половины своего тела. Оно и не мудрено, судя по тому, что произошло с этими персонажами в прошлой серии. Удивительно то, что они вообще остались живы, но не суть. Запомните этого агента, он еще появится в данном эпизоде. Камера поворачивается, и вдали мы видим снова прилетающего скибидиста, летающую тарелку пилу. Да, вот такое у него странное название, не знаю, как иначе его называть. Вдруг из ниоткуда появляется скибидист. Вроде бы что-то похожее на данного скибидиста мы видели уже в предыдущих эпизодах, но этот какой-то модернизированный. Можно заметить, что у этого скибидиста есть и колонка агентов, и даже камера. Причем Блин, я только сейчас понял, что я протупил. Товарищи, это же не камера, это же колонка. Точно. Блин, ну просто вот я все время, когда смотрю вот на это, я вижу свою, ну, старую вебку, как минимум, по крайней мере, похоже. Очень похоже на вебку. Ну да, это динамик, но похоже на вебку. Блин, если не присматриваться, как будто вот линзы, камеры. Да, я опять протупил! Да, это колонка. Камера не абы кого, а камера того самого агента Свантуза. Не думаю, что это может значить, но возможно предположить, что агент с Свантузами уже погиб. Либо же DeFuck не придавал этому значения и просто-напросто взял ассет из последних, которые юзал. Так, а разве такой вот с двумя, ну, это такой один, что ли? Блин, они же все существуют не в одном экземпляре. Это уже четко видно, ну... Надеюсь на это, потому что многие люди уже переживают за камерамена с Вантузами. Вдруг камера поворачивается и нам показывают новый вид агентов, а именно TV Woman. Да, ребят, это наконец-то первое полноценное появление женского персонажа в сериале. Да, что-то подобное было и раньше, но...
в смысле было? Не было же вроде женских персонажей, или я уже забыл? Надо обязательно пересмотреть все эпизоды. Вот выйдет 50-й, мы пересмотрим с 1 по 50-й. И все вспомним. Правда, я не знаю. Посмотрим, короче, как это будет. В любом случае, да. Это, блин, а, кстати, скибидистов-то женских еще не было. Почему? Вопрос. Женщины-то они что, не едят? Основную роль в сериях подобные героини не играли, в отличие от TV Woman, которая сыграет в эпизоде еще ключевую роль. Подойдя поближе, она открывает оранжевое излучение в сторону скибидиста, и тот не просто гипнотизируется, нет, он сразу начинает гореть, и обгоревший падает, камера поворачивается, и мы можем увидеть скибидиста из предыдущего эпизода, который со всей скоростью летит на TV Менов и на TV Woman, и вдруг происходит достаточно эпичный момент. Голова TV Woman покидает ее тело, и отсоединившись, начинает лететь в сторону скибидиста, после чего голова TV Woman вызывает у скибидиста детонацию и летит обратно, воссоединяясь с телом. Стоп. То есть Либерти не заметил и не понял, что это захват как паразит? То есть это телек-паразит? Для чего TV Woman показывает достаточно радостную эмоцию, подходит к одному из агентов и, как бы обнимая его, телепортируется вместе с ним в лабораторию. Очень милая сцена. Да-да, именно в ту самую лабораторию, в которой чинит Титана камерамена. И, кстати говоря, телепортируется она туда не одна. Вдали можно увидеть как раз того самого агента, которому как раз таки не повезло, и он лишился половины тела. Камера приближается, и мы можем увидеть знак Титана камерамена. Да, друзья, наконец-то официально подтверждено. Скоро будет возвращение Титана камерамена, о чем я неоднократно заявлял в предыдущих эпизодах. Да все заявляли, я тоже заявлял. И более того, тут уже прям намек, возможно, по идее, ну блин, логически, должно быть в следующей серии, юбилейной, 50-й, должно. Если нет, то это разочарование века. Я оказался прав. На этом серия заканчивается. Что же, друзья, насчет новой серии могу сказать, что она мне очень понравилась. Мало того, что нам показали новый вид агентов, так еще и анонсировали возвращение долгожданного, нашего любимого персонажа. Чему я, конечно же, очень рад. Кстати, вам понравилась TV Woman? Как вы вообще оцениваете ее способности? Лично мне кажется, что в следующих эпизодах нам ее побольше раскроют. А как думаете вы? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Обязательно пиши. Обязательно. Блин, Либерти опять в этот раз поспешил. Ну я тоже, когда спешу, я что-то пропускаю. Это заметно. Надо в идеале не спешить. Я, конечно, понимаю тоже, когда вот в прошлый эпизод я вообще максимально спешил, чтобы поскорее, там, чуть ли не сразу, через час после выхода видоса, то есть серии, я максимально быстро все разбирал, без сна и без всего этого, просто серию. И пропустил то, что там один интересный момент, то, что там стоял чел в окне. Ну ладно. Короче, вот такой вот разбор от Либерти, да. Пишите в комментариях, чей разбор интересней. Мой, Фордела, Либерти. Или все-таки мы как-то дополняем друг друга. Вот такая вот эпическая серия у нас сегодня была. Это было реально эпично. Мы ждем в 50-й еще больше эпика, потому что юбилейная серия. Посмотрели разборы, сделали свой разбор. Можете сравнить, посмотреть, что как. Жду ваш фидбэк. Не забывайте, очень важно сейчас максимальная поддержка, активность. И вот эта вот просьба поучаствовать в этом эксперименте. То есть каждый должен оставить фидбэк. Лайк, дизлайк, в зависимости, понравилось, не понравилось. И комментарий, что вам понравилось, не понравилось. И просто комментарий, там, может быть, по серии что-то интересное напишите. Может быть, я что-то не увидел. Ждем бой века. Титан Камерамен, который должен вернуться. И Титан Колонкамен, Спикермен, как хотите называть. В общем, ждем. Ждем. У нас 3 разбора в видосе. Это заслуживает лайка. Мой, Фордела и Либерти. Реакция на разбор их всех. Да. Ну. Товарищи. Короче, жду фидбэк. Это очень важно. Да. А пока я говорю вам всем спасибо за просмотр. И увидимся в новых видосах. Да. Сейчас будут комментарии, а я говорю вам пока-пока.